Вот такие футболки у нас получились. Открываем программу, вводим текст, который нам необходим для проекта. Бро, да, бро. Выделяем цветом, чтобы было видно более контрастно. Переводим в контур надпись. Выбираем необходимый цвет. Вставляем в макет одежды для согласования с заказчиком. Делаем нужный размер, центруем в нужном нам месте, делаем скриншот и отправляем заказчику на согласование. Скриншот можно сделать программой Lightshot. После чего текст копируем и отправляем на рабочую область. Далее продолжаем на рабочей области. Выбираем темный цвет для более контрастного изображения. Согласовываем размер изображения. Располагаем на рабочей области для того, чтобы узнать, какой размер материала нам будет необходим. Отзеркаливаем, так как термотрансфер вырезается в зеркальном отражении. Берем материал, размещаем на клеевом коврике для плоттера, на керриере. Крепим малярным скотчем, чтобы не допустить смещения при резке. Включаем плоттер. Теперь нам нужно загрузить материал. Нажимаем на кнопку загрузки, подносим, и в течение 3 секунд автоматически загружается наш коврик. Переходим во вкладку «Отправить». Подключаем плоттер. В моем случае он подключен через Bluetooth. Когда отображается кнопка «Готово», выбираем настройки ножа, которые нам необходимы для нашего термотрансферного материала, сила нажима, вылет ножа и скорость реза. Нажимаем кнопку «Отправить». Начинает выполняться резка, и здесь мы можем увидеть, сколько примерно по времени займет вырезка нашего термотрансфера. Нажимаем на кнопку «Отправить» в программе, и плоттер начинает резать. Наш макет вырезан. Достаем коврик, отделяем от керриера, вырезаем нужный участок. И далее идет процесс выборки. Выбираем наши слова. Специальным крючком и внутри букв удобнее выбирать остроконечным пинцетом. Разрезаем, вот такие получились. Керриер закрываем пленкой, чтобы не портился клеевой слой. Плоттер отработал, выключаем плоттер. Размещаем на майке вот так, да, где-то? Наш подготовленный термотрансфер. Закрепляем термостойким скотчем, чтобы не смещалось во время переноски на пресс. То же самое делаем со второй майкой. Сворачиваем, как показано на видео. Мне, по крайней мере, так удобно. То же самое делаем со второй майкой. Закрепляем термоскотчем и сворачиваем. Далее включаем термопресс. Выставляем нужную температуру и время для переноса нашего принта. В данном случае используется термотрансферная пленка компании Polytape, производство Германия. Polyflex Turbo. Ее параметры переноса от 130 при 5 секундах и 160 градусов 3-5 секунд. Раскладываем нашу футболку на рабочей области термопресса. Обязательно смотрим, чтобы швы не попадали
по возможности рабочую область термопресса. Накрываем термокалькой, чтобы не повредить нашу ткань. Ждем необходимое время. Открываем пресс, снимаем кальку. На горячую снимаем подложечку. После этого закрепляем наш принт. Еще раз прижимаем термопрессом на 2-3 секунды. Вот так получилось у нас. По аналогии вторую майку, чтобы швы, горловины и рукавов не попадали под рабочую область термопресса. Накрываем калькой. Закрываем, ждем необходимое время для переноса. Снимаем на горячую нашу подложку и закрепляем еще 2-3 секунды. У всех термопленок разные термопленки снимаются по-разному. Некоторые на холодную, некоторые на горячую. Данная пленка Polyflex Turbo снимается на горячую. Выключаем пресс. Вот такие футболки у нас получились. Преимущество данного способа термопереноса печати на одежде – это то, что можно делать как единичные экземпляры, так и тиражированные. На ощупь приятное, имеет красивый матовый цвет и не ощущается как пленка.